Так, сейчас. Все, у нас запустился блендер. Нажимаем по пустоте. Важно по пустоте. Все, нажали. Мы встречаем кубик. Вы скажете, как блендером управлять. Зажимаем колечко мыши и вертим мышку. И тем самым мы можем двигаться вот так. Но как подвигаться не вокруг этой центральной точки? Вы скажете, ну как, надо разобраться. Скажу, зажимаем Shift и, как я вам сказал, совмещаем колечко мыши и Shift зажимаем. Тогда у нас будет вот так перемещаться. Не боимся, как мы и так перемещались, вот так вот, так и делаем. Мы потом уйдем с места. Ctrl-Z, мы вернемся, точно, с камеры это не. Перейдем. Мы видим вот это инструменты. Давайте нажмем на это, нажимаем на курсор. Потом, если мы нажмем сюда, и если нажать на End, мышь, но не нажимая на него, выбрать объект и на кубик нажать, когда выделение цифры. Move и вот так. Нажимаем тоже как с курсора. Зажимаем мышкой стрелочку и опускаем мышку, будто мы хотим пролистнуть Инстаграм, только вот не с колесикой мышки, а уже как мы и видели, как мы и все трогали. Вот так вот трогали. Но при этом не отпуская. Вот так вот трогали. Я не могу включить сейчас. Так-то вы видите версию у меня 3.2.2. Если у вас будет написано старая версия, там где-то 2, где-то .8 и .0, это старая версия. Заходим сюда и пишем название. Мы пишем пишем вот это. Скачать блендер. Открываем сайт .org. Если нажимаем на окна, если у вас окна. И делаем вот так вот. Просто спорт блендер. Я уже проверял, но я только первый раз хотел скачать новую версию. У меня почему-то так. Да, вот. Эта версия сейчас недоступна. Но она у меня есть. Это версия тестинга. Тестинг это. Если там, неважно, там будут ошибки, потому что она еще не проверена. Я не знаю. Нажимаем на это. Лучше. Вот. Находим вот такой вот сайт. Вот такой вот. Я не знаю, какой это сайт. Ну вот, нажимаем и скачать. У нас запустится вот здесь вот. Сейчас должна запуститься. Видите, она запустилась. Она очень долго загружается, но отмену делаем. Я делаю отмену, потому что у меня уже есть блендер. Так что не делайте отмены ни в коем случае. А то опять придется искать этот сайт. Ну, видите, как очень хороший, то что аж 1.9 миллиардов скачиваний. Загрузки вот сколько. Очень много.
Здесь еще есть и другие программки, если интересует, тоже так же скачивайте. Но мы скачиваем полезные. Так что, подождите-ка. Кое-что. Одну секундочку, подождите. Не обращайте внимания, то, что у меня вот что. Я просто вспомню то, что у меня на планшете была такая штука в компьютерной школе. Была такая вот штука. Scratch. Только на планшете. Мы изучали планшеты. Ну, правда, я сейчас запущу ту версию, которую я обещал. Не пытайтесь эту версию где-то найти. У вас не получится ее найти. Видите, картинка с картинки была. И сейчас у меня такая. Не пытайтесь найти что-то подобное, только тестинги. Вы найдете на это. Так вот. Продолжим урок. Вот. Вот это вращать. Зажимаем, чтобы вращать. Если у вас будет в серединке белое, это не означает то, что вы слишком много промотали, и дальше, если она станет непрозрачной, ничего страшного, можете дальше крутить, но у вас не хватит. И у вас не получится, но у кого-то должно получиться. Ну, я делаю так вот. Почему мне нравится делать вот так вот? Все. Вот она, значит, на положение. Вот так вот можно. Вот так. И вот так. Еще немножко вот так. Вот сейчас вот такой вот кубик. Кубик странный. Нажимаем. Нет, не отпускаем. Ctrl-Z. 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 Готово. Он вернулся на положенное место. Видите, я нажимаю на еще раз пустоту, и выделение снимается. Это scale. Опять на него и как обычно. И опускаем вниз. Вот так вот. А вот это сделать, чтобы он бесконечно. Ну, увеличился в размере, чтобы вот так вот не делать. Вот так стрелочку, вот так. Заходим в эту, нажимаем. End модификатор, нажимаем. Потом нажимаем на это. Вот, у нас, видно, появилось что-то. Да. Это такая вот странная штука. Нажмем на моделинг. Нажимаем на это. Теперь правой кнопкой нажимаем. Потом нажимаем на Subvision. И вот так вот до вот такого вот результата. Нажимаем на Cloud. И вот что мы видим. Готовую сетку. Чтобы она увеличилась, чтобы побольше стала клеточка. Это 2D-шка. Не знаю, что она представляет. Вот так вот. Все, у нас появилась вот такая вот штука. Все. Готово. Ну, в моем случае лучше делать вот так, наверное. Ну, она выглядит классно. Ее можно... Все, вот. Нажимаем на это. Вот. Если у вас вот такой вот, нажимаем на Near. Как Инстаграм листаем. И до металлика. Металлик мы увеличиваем. При этом зажимая эту кнопку и регулировать. Потом вот здесь нажимаем на это и на черт. Нажимаем на вот это. И все, поздравляю, вы создали сетку. Да, но вы скажете,
Где освещение? Просто я все урок даже сам не понимал, где освещение. Вот оно. Вот так оно выглядит классно. Эта сетка. Можете показать это кому-нибудь. Скиньте это видео другу, если он занимается 3D. Но если нажать на это, тогда все. С карты конец. Опять вот так и делаем, мы выходим из этого. Чтобы вот так вот перемещаться, вот нажимаем вот сюда. Теперь Ignition не нажимаем. И нажимаем на ссылку. Теперь нажимаем W, как будто бы мы играем. Чтобы увеличить скорость. Листаем колесиком, чтобы увеличить скорость. Так вот. У нас запускается. Нажимаем на Next. Подтверждаем. Next. Еще раз Next. Файл. И нажимаем на Да. Я уже это тестировал. Ничего здесь опасного нет. Он загружается не так-то уж долго. Там, видите, это не ускоренный процесс. Все, finish. Сейчас я запущу этот блендер. Вот этот удачливый блендер. Нажимаем на пробел, вот так он выглядит. Но мы изменений не видим. Давайте добавим волосы. Вот сюда. Нажимаем на этот плюсик и на hair. Зажимаем и выбираем себе размер. Набор увеличиваем. Желательно до 10 тысяч или 12 тысяч, чтобы не взорвался комп. Нажимаем на Particle. И все, готово. У нас вот так он может делать. Волосы я у куба сделаю ровно. Сила я сделаю на сутку. Как будто причесывала вообще. Отлично. Отличный мастер. Вот так выглядит это все. Причесываем как нравится себе. Вот это чтобы отрезать лишние волосы. Вот, к примеру. Сейчас мы создали волосы. Вот они. У нас мы теперь можем выделить куб. Это только куб. Делаем вот так. Вот. Просто делаем вот так вот. Просто. Это delete, удалить. Не делайте, если это 3D модель. Ну а теперь. Всем пока. Удачи вам в 3D моделях в блендере. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока. На всякий случай.